Патрик жил в уединенном доме на окраине небольшого городка. Его дом стоял у самого подножия величественных гор, где густые леса сливались с небесной синевой. После потери семьи, несколько лет назад, Патрик искал покоя и уединения, и эти горы стали для него настоящим убежищем. Каждое утро он просыпался с первыми лучами солнца, слушая пение птиц и шелест ветра. Его дни были наполнены простыми радостями, прогулками по лесу, рыбалкой в чистых реках и наблюдением за звездами по ночам. Но в его сердце все еще жила глубокая печаль, и одиночество часто навещало его. Однажды ранним утром, когда туман еще окутывал вершины деревьев, Патрик вышел на крыльцо с чашкой горячего кофе в руках. Холодный воздух бодрил, и мужчина наслаждался спокойствием этого момента. Внезапно тишину разорвал громкий шум. Патрик поднял глаза и замер. Прямо перед его домом приземлился огромный орел. Птица была очень большой, с размахом крыльев более 2 метров. Ее оперение переливалось золотистыми и коричневыми оттенками, а глаза светились мудростью и силой. Сердце Патрика застучало быстрее. Он никогда не видел таких величественных птиц так близко. Страх и изумление переполнили его. Мужчина сделал шаг назад, не сводя глаз с орла. Птица смотрела прямо на него, не шевелясь. Ее пристальный взгляд, казалось, проникал в самую глубину его души. В этот момент первоначальный испуг человека сменился удивлением и любопытством. Внимательно присмотревшись, Патрик заметил, что одно крыло орла было опущено и выглядело серьезно поврежденным. На перьях виднелись засохшие капли крови. Сам орел был очень изможденным и усталым, похоже, он едва смог долететь до этого места. В этот момент сочувствие и сострадание полностью вытеснили страх в сердце мужчины. Шагнув ближе, Патрик жестом попытался успокоить птицу. В его взгляде читались озабоченность и решимость помочь. Орел, однако, упорно смотрел в сторону гор. Он пытался взмахнуть крыльями, но раненое крыло не позволяло ему подняться в воздух. Каждый раз это причиняло сильную боль птице, и она издавала тихий жалобный крик. Патрик почувствовал, что неожиданный гость пытается что-то ему сказать. Мужчина взглянул в сторону гор, затем снова на орла. Взгляд птицы оставался прикован к одной точке, выдавая сильное беспокойство. Порывы ветра усиливались, донося с гор свежесть и неразборчивые звуки. Не зная точно, что делать, но понимая, что птица нуждается в срочной помощи, Патрик решил последовать за ней. Он быстро вернулся в дом, надел куртку, взял рюкзак с необходимыми вещами, аптечку, воду, провизию и фонарик. Что-то подсказывало ему, что путь будет долгим и трудным. Он чувствовал странное волнение и ответственность, словно от этого зависела чья-то жизнь. Орел медленно двинулся вперед, временами оборачиваясь, чтобы убедиться, что мужчина следует за ним. Путь лежал через густой лес, где деревья тянулись высоко в небо, а солнечный свет пробивался сквозь листву тонкими лучами. Земля была покрыта мягким мхом, а воздух наполнен ароматом хвои и свежести. Однако через некоторое время идти по тропе стало заметно сложнее. Дорога была непростой. Тропа становилась все более узкой и извилистой. Им приходилось перебираться через поваленные деревья, обходить глубокие овраги и переходить через бурлящие ручьи. Патрик почувствовал, как его ноги начинают уставать, но он не мог позволить себе остановиться. Орел двигался вперед с решимостью, но было прекрасно видно, что раненое крыло причиняло ему серьезные страдания. Патрик замечал, как птица изредка останавливалась, чтобы отдохнуть, издавая тихие стоны. Каждый раз он чувствовал боль вместе с ней. Наконец, после нескольких часов тяжелого пути, они подошли к отвесной скале. Орел издал протяжный крик, полный тревоги. Патрик поднял голову и заметил высоко на скале большое гнездо. Из него доносились слабые писки. Сердце Патрика сжалось от жалости. Он сразу понял, что в гнезде находятся голодные и замерзшие птенцы, которые не выживут без посторонней помощи. Патрик знал, что должен помочь. Но как добраться до гнезда?
Скала была крутой и опасной. Он осмотрелся и заметил узкую тропинку, ведущую наверх. Это был рискованный путь, но выбора не было. Он начал подъем, цепляясь за каждый подходящий выступ и неровность. Руки скользили по холодному камню, ноги дрожали от напряжения. Ветер усиливался, как будто стараясь сбить его с ног. В какой-то момент под его ногой осыпался камень, и он потерял равновесие. Сердце замерло, когда он ощутил, как земля уходит из-под ног. Но в последний момент ему удалось ухватиться за выступ и вернуть равновесие. Дыхание мужчины было прерывистым, а в глазах стоял страх. Но он не мог сдаться. Добравшись до гнезда, Патрик увидел 3 маленьких орлят, дрожащих от холода и голода. Их слабые писки разрывали его сердце. Он аккуратно завернул птенцов в свою куртку, стараясь согреть. Спуск был еще более опасным. Ноги скользили по влажным камням, а руки уже не чувствовали холода. Но, несмотря на все трудности, Патрик благополучно достиг земли. Орел наблюдал за ним, издавая радостные звуки. Птица подошла ближе к человеку, ее глаза выражали глубокую благодарность. Патрик почувствовал тепло в своем сердце, осознавая, что его усилия были не напрасны. Патрик понимал, что раненый орел не сможет самостоятельно заботиться о птенцах, пока его крыло не заживет. Мужчина решил забрать их к себе домой и ухаживать за ними, пока они не поправятся. Вернувшись в свой небольшой домик, он устроил птенцам теплое гнездо возле камина. Он кормил их, заботился о них днем и ночью. Орел всегда был рядом, наблюдая за каждым его действием. Иногда он издавал мягкие звуки, которые, казалось, были выражением благодарности и доверия. Незаметно дни сменялись неделями. Рана на крыле орла постепенно заживала благодаря заботе Патрика. Птенцы росли, становились крепче и активнее. Они учились расправлять крылья, делая первые неуверенные попытки взлететь. Патрик с улыбкой наблюдал за их успехами, чувствуя гордость и радость. В глазах пернатых малышей он видел стремление к жизни и свободе. Однажды, когда солнце ярко светило на небе, Патрик вынес птенцов на улицу. Птенцы радостно шевелили крыльями, чувствуя свежий ветер. Орел с гордостью наблюдал за ними. Маленькие орлята взмахнули крыльями и, к удивлению Патрика, поднялись в воздух на несколько метров. Это был их первый самостоятельный полет. Радость переполняла сердце мужчины. Он с удивлением чувствовал себя частью их пернатой семьи. Но вместе с радостью приходило осознание, что скоро им придется расстаться. Орел полностью выздоровел, и его птенцы также были готовы к жизни в дикой природе. Патрик ощущал горечь предстоящей разлуки, но понимал, что не имеет права держать их у себя. Их домом были небо и горы. Настал день прощания. Патрик стоял у порога своего дома, наблюдая, как орел и орлята готовятся к полету. Птицы подошли к нему поближе. Орел мягко коснулся его плеча клювом, а орлята весело прыгали вокруг. В этот момент Патрик почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. Он понимал, что эти мгновения навсегда останутся в его памяти. Птицы взмахнули крыльями и поднялись в небо. Они сделали несколько кругов над домом, словно прощаясь и выражая благодарность. Патрик смотрел им вслед, пока они не исчезли за горизонтом. В этот момент Патрик с удивлением почувствовал, что он больше не чувствует всепоглощающей тоски по своему прошлому. Он больше не страдал от одиночества и уныния. Патрик даже начал писать книгу о своих удивительных приключениях, находя в этом радость и новый смысл жизни. Орлиное семейство не забыло о своем спасителе. Время от времени они возвращались к его дому, величественно паря в небе над окраиной города. Заметив их, Патрик всегда выносил большой кусок свежего мяса и с улыбкой наблюдал, как птицы с благодарностью принимают угощение. Эти визиты стали особенными моментами, которых он всегда ждал с нетерпением. Так Патрик обрел новую семью. Не совсем обычную, но очень дорогую для его сердца. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.
До свидания.